Лихие 90-е. Это было время, когда страна, словно вышедшая из долгого сна, металась между надеждой и хаосом. На улицах бандитские разборки и первые «Мерседесы» с тонированными стеклами. В воздухе витал запах свободы, смешанный с порохом. Для одних это десятилетие стало временем выживания. Пустые прилавки, задержки зарплат, пенсии, которых едва хватало на хлеб. Для других – золотым веком авантюр, где удача улыбалась смелым, а красота превращалась в валюту. Именно в эту эпоху взошла и погасла звезда Елены Бонд, женщины, которая поверила, что можно купить вечную молодость, пока мир вокруг не разучился доверять завтрашнему дню. В свое время у нее было все – деньги, бриллианты, известность, даже личный вертолет. Но она вмиг все это потеряла, когда тот, кто исполнял все ее желания, ушел от нее. Ее история – не просто путь из нищеты к мишуре роскоши. Это зеркало, отражающее целое поколение, загипнотизированное блеском яхт, корон и пустых обещаний. Елена Бонд родилась в 1980 году в Ташкенте, в семье, где деньги считали по копейкам. Тогда ее звали Эльвира Исмаилова, имя, данное в честь бабушки, но слишком простое для будущей светской львицы. Ее детство прошло среди пыльных улиц и базаров, где торговцы кричали «свежий нон», «горячий самса». Но даже в этом мире скромности Эльвира мечтала о другом. В 7 лет она впервые попала в Москву, город, который поразил ее небоскребами, витринами детского мира и людьми в ярких одеждах. «Я буду жить здесь», — сказала она матери, глядя на огни Арбата. С тех пор Москва стала ее навязчивой идеей. К 17 годам Эльвира успела получить 3 профессии – секретарь-референт, парикмахер и модель. «Это мои билеты в новую жизнь», – говорила она, пряча дипломы в старый чемодан. В 1997 году, с контрактом модельного агентства в руках, она села на поезд до Москвы. Поезд уносил ее не просто в столицу, в мир, где, как ей казалось, сбываются все мечты. В Москву 17-летняя красавица летела, имея в руках контракт с модельным агентством. По словам Елены, она должна была работать в Милане, но многие источники утверждают, будто в Москву девушка ехала с четко обозначенной целью – выйти замуж за богатого мужчину. Она хотела использовать по полной программе свою молодость и красоту, чтобы обеспечить навсегда свое будущее и не возвращаться к неустроенной бедной жизни. Москва встретила ее дождем и серыми панельками. Она пошла в ночной клуб «Арбат», место, где богатые мужчины искали украшения для своих вечеринок. Там она встретила Алексея Бондаря. Он красиво ухаживал, осыпал ее дорогими подарками и рассказывал о крупном бизнесе, которым владел. Он носил кожаное пальто, часы с позолотой и говорил о нефтяных сделках. «Я куплю тебе квартиру в центре», – обещал он, поправляя галстук. Эльвира поверила, отказалась от Милана, вышла за него замуж. И узнала правду. Алексей не был миллионером. Он продавал запчасти с разукомплектованных машин, а его квартира в центре оказалась комнатой в коммуналке. «Ты обманул меня», – кричала Эльвира, швыряя в него свои дипломы. В ответ он лишь пожал плечами: «Ты сама хотела сказку». Но Эльвира не сдалась. Она сменила имя на Елену, укоротила фамилию до Бонд, как намек на Джеймса Бонда, и снова отправилась на охоту. На этот раз за настоящим олигархом. Ее билетом в элиту стал Юрий Мамонов. Яркая сексапильная блондинка привлекла внимание Юрия Мамонова, основателя компании All Stars и будущего депутата Государственной Думы от ЛДПР. Они встретились в клубе «Империя», где Елена, в платье с открытой спиной, ловила взгляды. «Хочешь квартиру на Кутузовском, вертолет, Пугачеву на день рождения?» – спросил он, попивая коньяк. Елена молча кивнула. Так началась ее жизнь в золотой клетке. Елена Бонд отдыхала на дорогих курортах, возлюбленный заваливал ее драгоценностями. Она могла приобрести любую брендовую вещь, а в шикарном доме в вазах стояли огромные букеты цветов. Юрий поселил ее в особняке на Рублевке с зимним садом, где павлины расхаживали по мраморным полам. Утром горничные подавали ей завтрак в постель. Днем шофер возил по брендовым магазинам,
а вечера превращались в бесконечные приемы. На одном из них Алла Пугачева за гонорар в $50 000 пела «Арлекино» 20 раз подряд, просто потому, что Елена захотела праздника, как в детстве. Правда, мудрости, позаботиться о своем будущем и будущем рожденного от Мамонова, сына Александра, у Елены Бонд явно не хватало. Вообще думать о том, как она будет жить дальше, времени у девушки не было. Она мечтала не только о роскошной жизни, но еще и о славе. В 1999 году Мамонов купил для нее титул «Мисс Москва» за $25 000. Организаторы конкурса, связанные с Тельманом Исмаиловым, хозяином печально известного черкизовского рынка, даже не скрывали, что голоса считали в рублях. «Теперь ты королева», — сказал Юрий, надевая на нее корону из дешевого сплава. Корона Елене быстро наскучила. «Хочу быть певицей», — заявила она Мамонову. Тот, привыкший выполнять ее капризы, нанял Илью Резника для написания песен и вложил от 7 до 20 миллионов долларов в клипы. Ее дебютный альбом «Небоскребы любви» должен был стать сенсацией. В клипах Елена в платье из страусиных перьев пела о любви выше облаков. Но зрители смеялись, у нее голос, как у кошки на заборе. Концерты проходили в полупустых залах, а критики писали: «Бонд – это позор русской эстрады». Юрий, однако, не сдавался. Он платил за хвалебные статьи, организовывал случайные встречи с медиамагнатами. «Ты – звезда», – повторял он, хотя в душе уже считал ее провалом. В 2001 году Мамонов устал. «Собирай вещи», – сказал он холодно, словно выгонял ненужную сотрудницу. То ли Елена ему основательно наскучила, то ли она ему изменила, но факт остается фактом. Из роскошного особняка бизнесмен подругу выставил. Мамонов оставил Елене квартиру на Кутузовском проспекте, приличную машину, а также шубы и драгоценности. Если бы Юрий Мамонов решил оставить ее совсем ни с чем, у него бы это получилось, ведь их отношения не были зарегистрированы официально. Сын Александр, рожденный вне брака, остался с ней. В его свидетельстве о рождении в графе «Отец» стоял прочерк. Первые месяцы Елена верила, что вернет все. «Я сама стану звездой», — говорила она, сдавая квартиру и переезжая в хрущевку на окраине. Но мир шоу-бизнеса, где раньше ее встречали шампанским, теперь захлопывал двери. «Без денег Мамонова ты никто», — сказал ей продюсер, выкидывая ее домозаписи в урну. Отчаяние привело ее на съемки фильма «Юлия», низкобюджетной пародии на Юлию Тимошенко, где Елена играла политика в кружевном неглиже. После премьеры газеты кричали «Бонд – новая королева эротики», а бывшие друзья шептались «Она теперь снимается в порно». Сын Александр плакал, когда одноклассники дразнили его «Твоя мама – шлюха». Юрий Мамонов после этого совсем исчез из ее жизни и перестал помогать даже сыну. Сама Елена угодила в психиатрическую клинику. Правда, она этот факт отрицает, заявляя о клевете со стороны завистников. Елена все еще пыталась устроить свою личную жизнь, но она стремительно взрослела, а у богатых мужчин появлялись уже новые требования к возлюбленным. Теперь уже недостаточно было иметь рядом с собой красавицу, нужны были еще и умницы, способные поддерживать беседы на любые темы в приличном обществе. А Елена Бонд, по отзывам тех, кто был с ней знаком, была милой глупенькой девочкой с большими запросами. В 2005 году Елена встретила Романа Руднеца, антиквара, который коллекционировал старинные часы и антиквариат. Он не был олигархом, но водил ее в рестораны, дарил цветы и слушал ее истории о прошлом. «Ты все еще прекрасна», — говорил он, и Елена верила. От него она родила второго сына, Максима. Но даже здесь судьба подкинула горькую пилюлю. Руднец, получив наследство в Канаде, уехал, оставив ей лишь записку «Прости, это слишком сложно». Елена осталась с 2 детьми, долгами и квартирой, где обои отклеивались вместе с ее мечтами. Ее младший сын с отцом никогда не встречался. Недавно Елена решила, что сможет снова покорить мир шоу-бизнеса. Она пошла учиться в школу телеведущих, надеясь сделать карьеру на телевидении.
Сегодня Елене Бонд 44 года. Она живет в той же хрущевке, пишет мемуары «Место под солнцем» и пытается стать телеведущей. «Я научу вас стилю». Записывает она ролики для YouTube, но под ними лишь комментарии «Бабка, иди в психушку» или «Где твой вертолет?». Но она по-прежнему жаждет признания и находится в полной уверенности. Главные события ее жизни еще впереди. Она снова станет богатой, и о ней заговорят, как тогда, в 1990-е. Елена Бонд не хочет принимать тот факт, что время ее давно прошло, а в современной реальности красоты явно недостаточно для достижения успеха. Иногда ей кажется, что звонок Мамонова раздастся в любую минуту. «Вернись, я все прощу», — представит она его голос. Но телефон молчит. Только в новостях мелькают молодые красотки, дерзкие, готовые продать душу за лайки. История Елены Бонд не о жадности или глупости. Это история поколения, которое поверило, что можно купить счастье, пока страна переживала мучительную трансформацию. Ее падение – не поражение, а симптом времени, где красота стала товаром, а любовь – сделкой. Она до сих пор красит губы алой помадой каждое утро. До сих пор шлет резюме на телеканалы. До сих пор ждет, что прошлое вернется, как забытый долг. Но время не поворачивает вспять, даже для тех, кто когда-то носил корону. Ее жизнь – бесконечный титр в фильме, который никто не смотрит. Но где-то в новых, лихих 20-х подрастают тысячи таких же Елен. Они верят, что их красота, их смелость, их мечты не повторят старых ошибок. Или это лишь новая иллюзия?